Вы сейчас под прицелом всех средств Да, массовой информации. нет, у нас только один человек под прицелом. Так. Понимаете, Грудинин. Ага. Все остальные, понимаете, Путин не под прицелом, а, скажем так, под тщательным таким лакейским вылизыванием Я всех и вся, чтобы как бы Путин федеральный не канал. чихнул, чих Путина, сразу все, боже мой, его высокое превосходительство чихнул. Я думаю, что опыт Павла Николаевича Грудинина ничем не отличается, а может даже превосходит опыт Путина на 98-й год. По крайней мере. А Путин готов был назвать тогда советскую армию и советский народ стадом баранов? Фактически, как он назвал недавно, Павел Николаевич назвал... Нет, Грудинин так не называл. Это было не очень удачное сравнение. Как бы метафора. Он, конечно же, вот так спросил: Павел Николаевич, вы считаете советских солдат баранами? Он сказал: конечно, нет, вы что, я считаю их героями, а Сталина величайшим политиком в истории. Он просто использовал это, вот я считаю, недостаток опыта некой риторики. Есть информация, которая не подтверждается Кремлем, Песков об этом заявляет, хотя вот уже вчера или сегодня Соединенные Штаты Америки предоставили информацию относительно ЧВК «Вагнер», который был, вот непонятно какое количество российских граждан было там уничтожено. Все понятно. А также Донбасс. Донбасс, по которому идут переговоры сейчас перед Мюнхеном и так далее. Вопрос: как это влияет на внутреннюю повестку? Донбасс, я считаю, выведен просто из внутренней повестки. Вы заметите, в информационной повестке просто не присутствует нигде Донбасс. Донбасс отложили. То, что было с Вагнером, то, что было в Сирии, да, это последнюю неделю просто, как говорится, главные информационные события распространяются просто с таким... Меня поражает, с какой уверенностью люди, серьезные агентства распространяют абсолютно недостоверные сведения. Максим, кому это надо в рамках выборов сейчас создавать вот такой вброс? Это давление на Путина, это давление на его окружение, естественно. Она шла из Украины, эта волна шла. Угу. Вот украинские медиа и в сети, в основном это были там Гордон, обозреватель там и так далее. То есть они вот нагнетали вот это вот. То есть вы считаете, это украинский вброс? Ну, я думаю, это украино-израильский вброс. Какой? Потому что Украина-израильский. Израильский, да? Конечно, потому что и Израиль, у него есть тоже интерес в такой хаотизации сирийской ситуации. Максим, а нам-то что с того, что нас боятся? Мы условно там в лаптях, но при этом нас все боятся. Ленин, Сталин... Во-первых, извините, мы не в лаптях. Но мы технологически отстали, очевидно. Когда Иосиф Виссарионович Сталин выиграл войну, будучи главнокомандующим, и под его командованием выиграли войну, мы, может быть, за 30 лет до этого были в лаптях. В 17 году, но в 45 году это не была страна лапотников. Почему мы проиграли тогда в 91 году холодную войну фактически? Мы ее не проигрывали, холодную войну, потому что ее всерьез Советский Союз ее не вел, партийное руководство. Но подождите. Слушайте, у вас сейчас Илон Маск направляет туда свои, значит, давайте посмотрим трезво. Вот у вас страну, сегодня у вас страной управляют не власовцы, не корниловцы, не последователи Ильина, сидевшие в Париже, в Берлине. У вас страной управляют партийное руководство, члены ЦК КПСС и их потомки, члены КГБ СССР, а антисоветская, диссидентская совершенно не допущена до власти. Во власти есть либо комсомольская, партийная, КГБшная, либо криминал, но другие который не был подросли, но они просто не в этом подросли. дело. В тот момент... Это просто было перерождение системы. Ключевым моментом был расстрел Белого дома 93 года. А вы где были в этот момент? Я был, честно скажу, на нейтральной позиции. Тогда я не очень понимал всю эту историю. А в 91-м? В 91-м я был около Белого дома. Около Белого дома. Были где, не кстати, альтернативы. Грудинин был в 91-м и в 93-м году? Это вы спросите Павла Николаевича. Хорошо. Я думаю, что мы в то время были достаточно наивными, заблуждающимися идеалистами. Многие из нас, понимаете? И, судить не надо за это, где они были тогда. Абсолютно. Скажите, а чем сегодняшняя Россия отличается от Советского Союза? По мне, так ничем. На той же нефтяной игре... Это просто совсем иное. Сегодняшняя Россия – это просто корпоративный осколок территории бывшего Советского Союза. Государство... Части территории Советского. Да, государство – это фикция, потому что для правящих элит нет никаких законов. Для них есть понятие. Вот ты нарушаешь понятие, тебя, значит, прессуют, как вот с дагестанцами сегодня, понимаете, там, или с губернаторами. А что они там за понятие нарушили там в Дагестане? Ну, они, как говорится, взяли не по рангу, понимаете. Так. И, как говорится, это внутреннее. Я сейчас не хочу углубляться в подробности, но поверьте, эта тема не про Дагестан, а это тема про борьбу на самом верху. То, что происходит в Дагестане. Очень легко. Посмотрите, кто поставил Абдулатипова в Дагестан.
Ну, и вот вы поймете, кто в Москве поставил Абдулатипова в Дагестан, и вы поймете тогда, кому наносится удар, кому это не сигнал. Это удар. А это подрезание сухожилий, потому что это значит, что ты поставил туда этих людей. То есть у нас будет другой премьер-министр, вы хотите сказать? А это не премьер-министр. А, даже так? А кто? Это современный спикер. Современный спикер. Ну, кто современный спикер Государственной Думы? Господи, Поняли? И вот этот выбор ваш в пользу коммунистической партии сейчас, и ваш, и Грудинина, если можете за него это сказать, чем обусловлен сейчас? Потому что это единственное место, куда можно слить протест, или это действительно коммунистическая идеология, та, которая была, та, которая есть сейчас, та, которая, возможно, формируется. В чем вот ваш выбор этого? Для меня это был результат сложных, достаточно многолетних философских и исторических размышлений, дискуссий, очень непростых. Но я пришел к выводу, что советский проект был единственно национально ориентированным проектом в истории моей страны. Согласовываете ли вы свои заявления с вашим кандидатом Павлом Грудининым? Нет, никогда не согласовывал свои заявления. Наши взгляды с Павлом Николаевичем, как я сужу по его интервью и высказываниям, в целом совпадают. Я тоже считаю Сталина величайшим политиком в истории России. При этом, как у всякого масштабного политика, в его деятельности были действия, которые я назвал бы преступными, а это для меня два. Это большой террор и депортация народов, безусловно. А мы сейчас где? Мы изгой? Мы черная дыра. Черная дыра. Конечно. Мы являемся группой корпораций, которые держат под собой страну, с помощью политтехнологов пытаются представить ее нацией, страной, там, империей. То есть мы выторговываем какое-то положение. Они выторговывают. Мы с вами не выторговываем. А вы отделяете их от нас? Поэтому я пришел за КПРФ к этой позиции, потому что я считаю, что это единственная сегодня сила при всех минусах, которые способны говорить в интересах народа и от имени народа.